Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца января. Давайте посмотрим, что же вас ожидает с 1 по 15 января. Какие карты вам сегодня выпадут. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень-очень рада такой обратной связи с вашей стороны, поэтому пишите, не стесняйтесь, что, собственно, у вас происходит. Можете писать в своем сообщении, я буду знать, насколько вам это видео подошло, насколько оно резонирует с вашей ситуацией. Итак, первая карта у вас десятка пентаклей, десятка, собственно, которая показывает о долгосрочной безопасности, какой-то и стабильности в вашей жизни. Возможно, говорит о чем-то касающегося семейной ячейки, семейного общества, может быть, финансов вашей семьи, материальной безопасности и изобилия вашей семьи, какого-то долгосрочного состояния изобилия, может быть, каких-то вопросов завещания, наследства или передачи чего-то своим наследникам. Желание передать что-то своим наследникам, какой-то капитал, может быть, кто-то завещание решил написать, то есть что-то такое для вас это важное. И карта двойка мечей, непростое решение, которое с этим последует. Возможно, существует какое-то нежелание или сопротивление прямому взгляду на какие-то вещи, когда вы закрыть хотите на что-то глаза и не хотите видеть и замечать истину. И, возможно, вам это мешает понять, какое решение будет правильным. То есть это выбор, который, хотя и кажется сложным, на самом деле сделать можно, логически подумав, помыслив и увидев просто ситуацию, сбросив эту пелену с глаз и посмотрев четко на ситуацию. То есть истина, она перед вашими глазами, просто, возможно, вы не хотите ее замечать. Возможно, вы себе придумали что-то, чего вам хочется, чего не существует на самом деле, и так хотите в это верить. Поэтому и двойка мечей здесь с такими завязанными глазами и перекрещенными руками. Двойка жезлов тоже, в принципе, показывает о том, что вы находитесь на таком распутье, на таком раздвоении дороги, когда вам нужно будет принять решение, изучив варианты, рассмотрев какие-то варианты, прислушавшись к себе и, возможно, заглянув внутрь себя и, с другой стороны, посмотрев, что происходит на самом деле вокруг вас, принять это решение, которое так или иначе повлияет на ваш дом, на вашу семью или на материальную составляющую вашей семьи, или на то, что вы можете передать своим наследникам или своим детям. Главная энергия, которая здесь является вашей в этом месяце, это карта дьявола. То есть вы как-то фокусируетесь на своих желаниях, на том, что для вас хочется, важно, на каких-то своих привязанностях, на каких-то привычках, моделях поведения, может быть, на том, к чему вы привыкли или чего вам сильно-сильно хочется. То есть как будто бы хочу любой ценой, что бы то ни стало. Привязаны к какой-то идее, которую вы не хотите отпускать. Вам сильно хочется достижения этой цели, страстное желание кого-то или чего-то в вашей жизни. То есть карта дьявола, она, что бы она ни символизировала, она воспринимается как какая-то заманчивая энергия, но в то же время токсичная. То есть это как ловушка, в которую вы сами себя заманиваете или вас заманивают, может быть, через искушение или через обман, как загнать в клетку, может быть, или вы скованы какими-то своими привязанностями, может быть, они держат вас как в заложниках, эти привязанности, и вы можете от них оторваться и отказаться от них, но вам как будто бы очень тяжело это сделать. То есть это может быть нездоровая привязанность или какое-то страстное желание чего-то достичь, но это может противоречить желаниям вашей семьи или кого-то из ваших родственников, и для вас это такое прямо как токсичное желание, когда вы думаете, это мне нужно, значит, все должны, собственно, каким-то образом этому поспособствовать, даже если кому-то это в тягость или кого-то это обрекает на это ощущение, что как будто вы в цепи вковываете кого-то. То есть для долгосрочной перспективы такая очень токсичная, вредная энергия, которая сопряжена, возможно, с какой-то манипуляцией, и она держит вас в ловушке, в цикле каких-то сомнений, возможно, или страха со стороны ваших окружающих, может быть, родственников, может быть, здесь какая-то речь о зависимостях каких-то в вашей семье происходит, или вашей зависимости от чего-то, или даже от нездоровых просто отношений или привязанностей, которые могут быть и которые тоже могут иметь место, поэтому здесь и пара такая скована этими цепями. Тут же у вас и семерка пентаклей идет, собственно, и карта тройка,
тройка кубков, да, и тройка кубков. Тройка кубков, да, замечательная же такая карта веселья и праздника, и такого пиршества здесь, этих кубков, которые поднимают эти девушки на карте. Казалось бы, замечательная карта, но выпала она в такой комбинации с этой семеркой пентаклей, с дьяволом, с восьмеркой кубков, да. То есть здесь, собственно, вам нужно обратить внимание на то, сколько у вас денег, сколько у вас ресурсов, сколько у вас любви, собственно, да, и попытаться разобраться, вам это развивать или двигаться в другом направлении, потому что есть восьмерка кубков, карта, означающая отказ от того, что больше вам не подходит, что, возможно, исчерпала себя или что-то не получилось так, как вы ожидали или как вы хотели, как будто бы для того, чтобы двигаться дальше, вам нужно отказаться от чего-то, уйти от чего-то, может быть, отказаться от своих намерений или от своих желаний, от своих планов, отказаться от какой-то привязанности или зависимости от чего-то. Возможно, такое, да, значение здесь, потому что вот это ваше желание, оно слишком многого требует, или вы требовательны к другим людям, и они не могут вам этого дать, того, что вы хотите, то есть ваше окружение, кто-то из ваших близких или друзей, или родных, да. Также здесь с этими кубками может быть тоже как зависимость какая-то, нездоровая зависимость или какой-то такой, знаете, праздник, который затягивается чересчур, то есть здесь в любом случае нужно постараться себя ограничивать от чрезмерного употребления алкоголя либо других любых веществ, которые могут как-то повлиять на вашу психику. Возможно, здесь такое имеется значение также, как вариант. Ну, либо вы, правда, вот чего-то такого хотите от вашего окружения, они не могут вам этого дать, и вы сожалеете, да, о том, что, ну как так, я столько вложил усилий, там, ресурсов, и не получу то, чего так сильно, страстно желаю. Вот мне эти люди, там, или этот там ребенок мой не организуют, да, то, чего я хочу, не знаю, внуков не родит, допустим, там, или еще что-то, вот, а вы сильно хотите. И вот как будто бы вы ждете, а вам говорят, что нет, не сейчас или не хочу, и, ну, как бы бросьте эту затею. То есть вот вы как будто бы можете разочароваться в этом. И некоторые из вас, ну, действительно как будто могут думать о том, чтобы оставить эту идею, этот замысел, уйти от этой идеи. Или очень много есть сомнений в будущем развитии событий, как дальше будут обстоять дела, если, собственно, здесь у вас не получается реализовать то, что вам хочется, то, чего вы хотите, и что вы, скорее всего, можете не получить. То есть вы пытаетесь смириться с этой ситуацией. То есть кто-то из вас может подумывать также с этой десяткой пентаклей еще и о возвращении чего-то, что касается семьи, может быть, что кажется вам привлекательным, что вам подходит, что вам нравится, вернуться к чему-то, касающемуся стабильности, да, как вам кажется. Ну, даже не знаю, я думаю, что независимо от того, окажет это влияние на вашу семью, на ваш дом и, возможно, даже на окружающих, может быть, на друзей или близких каких-то очень родственников или друзей. Здесь нужно делать очень осторожный выбор в любом случае, потому что двойки здесь говорят о выборе, который должен предстоять, о том, что вы себя сдерживаете максимально от скоропалительного или быстрого решения, которое хотелось бы принять здесь. Может быть, вы сдерживаете себя, чтобы не давить на кого-то, кто должен этот выбор принять в вашей семье или в вашем окружении. То есть вы не знаете, как вам быть. Вам двигаться в совершенно новом направлении или нет? Или оставить эту затею, или как с ней поступать? Карта шута, то есть начать все сначала или добиваться того, что вы хотите. Карта правосудия. Ссориться, доказывать, там, не знаю, отстаивать свои права, доказывать, что я это заслужила или заслужила, там, не знаю, с моральной, с этической точки зрения, с какого-то точки зрения права, да, то есть вы можете таким образом вступать в какие-то конфликты, здесь споры, что-то кому-то доказывать, может быть, какую-то даже ситуацию юридическую здесь проживать, связанную с документами, возможно, вам здесь нужно будет что-то предпринять, связанное с документами, опять-таки, может быть, с наследством, когда вы пишете наследство, завещание какое-то, думаете, кому что написать, да, и вот какие-то могут быть распри внутри
семьи, и какие-то токсичные отношения внутри семьи, такое тоже может быть, хотя это такое уже очень такая юридическая ситуация, связанная с деньгами, какие-то решения, касающиеся денег, они могут тоже иметь место, но это общий расклад, поэтому здесь так прям детально об этом, наверное, не стоит говорить. Шестерка кубков у нас еще есть. Опять-таки семья, семейные какие-то вопросы. Смерть, карта отшельника. Ну, то есть это решение действительно может оказать важное значение на дом, на вашу семью, может быть, касается ваших детей или внуков, или они должны принять какое-то важное решение здесь по шестерке кубков, и вы ждете от них этого решения. Это что-то, что может быть очень-очень серьезным для вас, это что-то, что для вас будет каким-то доказательством справедливости, заслуженного чего-то для вас. Здесь также карта смерть. Для некоторых из вас здесь карта смерть. Да, здесь как будто бы, знаете, вы никогда не сможете или вернуться домой, думаете о том, чтобы не возвращаться, или действительно как будто какое-то решение принимается, и оно невозвратное. То есть вот будет так и не иначе. Вот как будто отмирает идея или возможность что-то сделать. Вы смотрели как будто сквозь розовые очки в прошлом на какую-то ситуацию. И тут вы понимаете, что нет, вы зря ждали, да, вы зря так смотрели оптимистично, что не будет то, чего вы себе планировали или хотели, или сильно-сильно желали, лелеяли какую-то надежду, что, возможно, здесь что от чего-то придется отказаться, вам нужно будет отпустить эту ситуацию и двигаться дальше. Отпустить, оставить позади, развернуться, собственно, спиной, да, к этому и уйти от этой ситуации. Потому что вы как будто бы знаете, вот когда вы оглядываетесь на прошлое и, может быть, какие-то ситуации вспоминаете, может быть, вы начинаете думать только о каких-то хороших событиях или моментах, которые у вас были, и забываете о каких-то негативных или плохих. То есть вы очень оптимистично на что-то смотрели. Но здесь есть понимание того, что все-таки вот от чего-то токсичного нужно будет отказаться, или от какой-то токсичной идеи, или от какого-то замысла, который не приносит вам результата, который по семерке пентаклей очень долго реализуется, собственно, и скорее всего не реализуется. То есть к этому нужно просто привыкнуть, осознать, понять, что по-другому не будет. И здесь, исходя из этого, принимать решения. К тому же здесь еще есть карта и отшельника. То есть здесь может быть как будто бы очень даже не знаю, знаете, вот как может быть даже подождите, вот с картой дьявола как будто желание к чему-то вернуться, что кажется лучшим, да, но понимание, что к этому лучше не возвращаться, к этой былой истории или к ностальгии о чем-то, или к чему-то из прошлого, да, потому что оно не принесло вам того удовлетворения или той радости, которую вы хотели. И здесь это карта отшельника, то есть очень такая духовная карта персонажа, который вот прожил очень много, опыт определенный получил в жизни, который уже действует мудро, благоразумно, который действует исходя из своего опыта, из своих знаний. И вот он уже знает, какой правильный путь выбрать. Он уже понимает, как лучше здесь будет поступить. Он уже понимает, возможно, что от чего-то опять-таки нужно будет отказаться, то есть какую-то аскезу в свою жизнь привнести, отказаться от чего-то добровольно, осознанно. Поэтому, да, здесь опять-таки как будто отказ от чего-то, что вам сильно хотелось, чего вы сильно жаждали. Я думаю, что здесь какие-то такие будут события у вас. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для рыбок на первую половину января я завершаю. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, может быть, порекомендовать кому-то из своих близких, из своих родственников, рыбок, может быть, если вы считаете, что им это видео подходит. Я буду очень-очень признательна вам. До скорого!